В этом видео показываю, как из простых материалов можно сделать декоративную клетку и украсить ее к новогодним праздникам. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Если вы обратите внимание в магазинах на подобные декоративные клетки, то можете удивиться их стоимости. Она довольно высока. Но если это можно сделать своими руками, то при большом желании именно так я и поступаю. Итак, из переплетного картона толщиной 2 мм вырезала два одинаковых круга диаметром 20 см. Сначала делю круг на 4 равные части, а затем каждую четверть делю пополам. Получившуюся восьмую часть мне нужно разделить на 3. Итого окружность я разделила на 24 части. Переношу все метки на второй круг из картона. Из этого же картона нарезаю полоски шириной по 2 см. Общая длина полос для каждого круга должна быть не меньше длины его окружности. Это около 63 см. Приклеиваю полоски на ребро. Пользуюсь термоклеем. Если вам кажется, что с таким клеем получается не очень аккуратно, воспользуйтесь другим клеем, например, полимерным типа титан или же густым ПВА, но не канцелярским, а строительным. Канцелярский жидкий, и им вы просто не сможете склеивать такие места. А поверх стыков с внутренней стороны дополнительно можно наклеить полоски бумаги. Все мои стыки в готовой работе будут не видны, поэтому иду по пути наименьшего сопротивления. Использую термоклей. Во втором круге мне нужно сделать отверстие. Для этого на радиусе откладываю 2,5 см от края. Рисую еще одну окружность и вырезаю. На край получившегося кольца также наклеиваю полоску картона шириной 2 см. В общем-то, все делаю то же самое, что и для предыдущего круга. Получилось две вот таких заготовки. Для того, чтобы сделать прутья клетки, взяла деревянные палочки диаметром 5 мм. Это опора для растений, покупала Fix Price. Для удобства и правильного приклеивания палочек использую жесткую картонную коробку. Палочки наклеиваю по меткам, которые были сделаны на окружностях. Ориентируюсь по линиям на коврике, чтобы соблюсти вертикали. Когда все палочки приклеены к основанию, приклеиваю верхние концы палочек к верхней части клетки. Из картона вырезаю еще одно кольцо диаметром 20 см и шириной кольца 2,5 см. И также наклеиваю на него бортики шириной 2 см. Получается вот такая клетка и заготовка для ее купола-крышки. Из строительной пенополистирольной плиты толщиной 2 см вырезаю два полукруга с радиусами 10 см.
Один полукруг разрезаю пополам. При этом вырезаю середину на ширину 2 см, то есть на толщину этой плиты. Вклеиваю пенополистирольные детали в основание будущей крышки. И теперь получившиеся заготовки со всех сторон окрашиваю белой акриловой краской. Приступаю к декорированию клетки. Для этого я выбрала 2 сервировочные салфетки-подставки. Они сделаны из плотного полиуретана и имеют ажурную поверхность. Сначала отрезаю по краю длинные полоски, ориентируясь по рисунку. Пока откладываю их в сторону. Сначала я задекорирую купол. Для этого мне нужно сделать лекало, чтобы вырезать по нему детали из салфетки. Измеряю четверть боковой стороны и откладываю этот размер на бумагу. Складываю лист пополам. Измеряю высоту и также откладываю эту величину на бумагу. Затем 2 рядом стоящих ребра делю на 4 части. Измеряю расстояние между противоположными точками, при этом ленту слегка выгибаю. Все размеры переношу на чертеж. Соединяю точки плавной линией и вырезаю получившееся лекало. Примеряю лекало и защипываю слабину, которая образовалась. Эту величину я срезаю снизу. Сначала я подрезала мало, поэтому срезала еще. В итоге эта величина получилась 1,5 см. Вот такое лекало с такими величинами у меня получилось. По нему из ажурной салфетки вырезаю 4 заготовки. И теперь наклеиваю ажурные элементы на купол-крышку. Как видите, я уже пробовала наклеивать, но сразу у меня не получилось. Поэтому я доработала лекало и показала вам уже правильные приемы. Точно так наклеиваю и остальные ажурные элементы. Теперь из салфетки вырезаю полоски, которые наклеиваю на ребра пенополистирольных вставок. Эти полоски закроют края и стыки.
Также наклеиваю и на оставшиеся ребра. И получится крест-накрест. Вот такой маленькой петлей соединяю основание клетки с куполом-крышкой. Закрепляю с помощью металлических гвоздиков с раздвоенной ножкой. Их называют братцами. Такие продают в магазинах для творчества. Нижний край купола крышки заклеиваю полоской, также вырезанной из салфетки. Вот такой ажурной полосой оклеиваю верхний край основания клетки. А такой замочек в виде крючка закрепляю на клетку, чтобы можно было открыть и закрыть крышку купол. Верхнюю часть замка закрепила на винты, которые идут в наборе. Понятно, что они не могут быть вкручены в картон, поэтому я их вклеила на надежный клей. А нижнюю часть замка закрепила братцами. На нижнюю часть клетки наклеиваю полоски от ажурной салфетки. На верхушке купола будет располагаться ручка, в основании которой я приклею вот такую декоративную розетку. Делаю в ней отверстие и розетку приклеиваю. Ручку дополнительно смазываю клеем и вкручиваю ее на место. Вообще это не совсем ручка, это настенный крючок для штор, который я покупала в салоне штор. Но он небольшой, я бы сказала миниатюрный, и вполне подходит для такой работы. В общем-то все готово, но мне в таких работах нравится стиль шеби, то есть потертости и некоторой старины, поэтому я добавляю белые штрихи на золотые элементы и золотые штрихи на белые. Конечно же, это можно не делать, потому что ваша работа – это ваш выбор и декора, и стиля, а я лишь подсказываю, как можно оформить ту или иную работу. У меня получилось вот так. И теперь настало время украсить клетку веточками, шариками и другим разным декором. Для этого вырезаю и вкладываю в основание полистирольную плитку.
Закрываю ее волокном сизаля, а в центр ставлю вот такую большую свечу, она на батарейках, и совсем недавно покупала ее в Fix Price. Выбрала еловые веточки 2 цветов. Чтобы их можно было крепить в основании, на концах закрепляю деревянные зубочистки. Добавляю веточки зелени вот с такими шарами-колючками. Елочные шарики я также закрепила на зубочистке. Вот такие веточки можно легко сделать из пенопластовых шариков. У меня они 2 размеров – 1 см и 2 см. Просто нанизываю их на проволоку. Можно закрепить клеем, но они и так хорошо держатся. Длина проволочки у меня 13 см. Добавляю такие веточки в композицию. Пара белых звездочек и немного искусственного снега на зеленые еловые лапки. В прошлом видео я делала маленькую сову и планировала добавить ее в эту композицию. И поначалу даже сделала это. Сделала и фотографии. Но знаете, я так и не решила, какой вариант мне больше нравится – с совенком или без него. Мне кажется, оба варианта хороши. Всем спасибо за добрые комментарии, которые вы оставляете. Я их читаю и стараюсь ответить на все комментарии с вопросами. Если понравилось, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов. Это помогает в продвижении и ролика, и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.